Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад на неделю с 30 сентября по 6 октября. Давайте узнаем, каковы события ближайших дней. Неделя не такой большой срок, но все же для планирования дел, малых и больших, неплохо услышать подсказки карт. Конечно, не расскажут они о личной истории каждого из вас или каких-то сюрпризах, неожиданностях в вашей жизни, то, что происходит на данный момент. Все же мы все разные. Но, тем не менее, как будто предположить, что, правда, жизнь не бывает полностью предсказуема. А вдруг вот такой вариант может проиграться, кто знает. Ну, давайте рассмотрим, идем вперед. Первая карта, я ее называю «Что важно знать». Но это как общий фон недели. Что действительно, может быть, придется учитывать, или какая сфера жизни наиболее активно будет проигрываться, на первый план выйдет на неделе. А чего не избежать или неожиданности. Третья карта «Чему сейчас не время?» или какие эмоции, какие, ну, может быть, и вопросы не стоит поднимать. То есть, что вам может помешать? А что, наоборот, будет помогать? Какие энергии? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Здесь и учеба, здесь и документы. У каждого какие-то свои дела. Общий фон энергии. Энергия денежная, энергия финансов. Что в личной жизни? И достанем в этой колоде карту совет. Что же будет важно? Вот не рисовать себе какого-то мрака, буквально. Девушка нам изображена, сидит себе спокойно, похоже, в кресле, и обстановка совершенно другая. Вот эта карта, она очень точно передает вот эти наши внутренние сомнения, которые мешают буквально увидеть реальность. В зеркале она видит совершенно другое. Ей кажется, она скована по рукам буквально и ногам, и глаза завязаны. И вот как раз нам и говорят: ты смотришь вглубь себя. И вокруг вороны, по сути дела, ворон в этой колоде – это прообраз мудрости. Но вот и вороны пытаются как бы эти невидимые нити, путы снять, но это не получается, понятно, и в результате получается больше путаницы. Какая-то путаница может быть в вашей жизни, конкретный вопрос, к которому непонятно, как подступиться. И это не повод, не посыл к тому, чтобы устроить себе глубокую философию, вот буквально так. Нужно увидеть реальность. Знаете, много думать вредно, вот как ни странно. Это мое личное мнение, когда смотрю на эту карту, и я себя иногда также останавливаю, потому что начнем мы обдумывать одно, а человек устроен так, что углубимся шаг за шагом, начинаем какую-то ненужную философию по поводу тех событий, которые уже произошли и ушли где-то. И нам бы надо забыть, а мы ее в деталях воспроизводим. Вот важно знать, что все то, что важно, действительно на самом деле, будет стоять у причала каждого дня в отдельности. И не время для того, чтобы в себе копаться, разбираться, там, искать причину и следствие, как будто вот, ну, на этой неделе нет смысла. Или вам может это помешать где-то. В неожиданностях королева чаш. Это карта любви, любящего человека. Это карта радости. Это когда вы можете себе сами устроить такую путаницу, правда, мои дорогие. Это может быть такой вопрос, когда действительно вы не знаете, как к нему подступиться. Эта карта дает совет. Будь добрее к самому себе. Примите во внимание, что мы действительно сами себя иногда загоняем из-за шаблона, как мы привыкли думать, в какую-то дурацкую ситуацию, и стоит нам просто успокоиться. И мысль приходит в движение именно в нужном русле. Поэтому пожалейте себя, мои дорогие девы. Ну, вот такое совпадение. Поэтому я должна это озвучить. У кого-то это, безусловно, какие-то события приятные могут быть и в семье. Может быть, и где-то и приятности, но есть и то, что вам не нравится, то, что не стыкуется.
Поверьте, все можно состыковать, все можно наладить. Здесь нет каких-то препонов, преград. В принципе, нам даже в неожиданностях это как может быть признание в любви или радостная новость. Но это нам о чем-то хорошем, мои дорогие. Чему сейчас не время? Десятка пентаклей. Знаете, я бы все же сказала, в первую очередь это и денежная карта, и карта благополучия. Но где-то рисковать своим благополучием, переходить на эмоции, все-таки это карта конкретики и сохранения. И не время вот все то, что вы уже чего достигли, сейчас начать рушить или устраивать какую-то перестройку или по этому поводу философию. Нам просто говорят, у тебя сейчас хороший период. Вот и все. Что вам будет помогать? Не создавайте себе проблем там, где их нет. Так и хочется сказать. А когда вы не реагируете ни на что? Семерка жезлов называется карта соревнования, так чаще именно это слово употребляется. Но вот в этой колоде я всегда говорю, перед тем, как откликаться на что-то, подумай, а надо ли? И эта колода очень ярко прорисована. Сидит девушка и как будто в позе лотоса сохраняет свой дзен, своя нирвана. А внизу 7 жезлов. Это как 7 людей или 7 новостей, или какие-то еще события, которые пытаются на нас воздействовать, или люди пытаются приобщить нас к какому-то участию. И больше-то по этой карте нужно людям, а не нам. Да, у нас хватит сил парировать. Мы можем кому-то что-то доказать. Но опять же вопрос, а надо ли? И есть еще такое значение, когда вы выше всех. У вас сейчас, что бы ни происходило в вашей жизни, поверьте, значит, вы, в принципе, люди более прагматичные. Наверное, в наше сложное время это качество, оно отнюдь не последнее. Поэтому в целом, может быть, вы не видите, что там у кого, да это, понятно, неинтересно, но в целом ваша позиция, она действительно более сильная. Поэтому и вы выше всех. Может быть, поэтому и пытаются с вами, мои дорогие девы, взаимодействовать, потому что видят в вас какую-то силу, видят возможности, видят в первую очередь ресурсы. Но карта нас приглашает свои ресурсы больше сохранять, нежели расходовать. Вот это помогает. Дела, работа, бизнес. Ну, так и мне нечего даже добавить. И знаете, вот когда выпадает 8 мечей и карта мага, мы в этот момент, в этот период, мы очень сильны. И мысль материальна. Это доказано квантовой физикой, хотя говорил еще Эйнштейн. Так мы себе можем чего-нибудь не того наколдовать, не те мысли пошлем. И ведь на самом деле то, что мы имеем сегодня, это наши правильные установки, которые были сделаны вчера. Та мысль, которая была отправлена словно в пространство. Это то, что мы хотели чего добиться. И сегодня мы формируем то, что будет завтра. Поэтому не нагоняйте, помните, что вы маги и волшебники. Не нагоняйте на себя какой-то тоски, сомнений. Вот я сказала, все будет стоять у причала каждого дня. И все последующие карты об этом подтверждают. У вас большие возможности. И это и дела, у кого-то учеба, у кого-то просто важные бумаги, документы, у кого-то бизнес, ну или любые другие вопросы. Нет ничего невозможного. Маг может все. Что же по деньгам? 6 мечей, я ее называю карта заслуженного успеха. Она так называется, второй иллюминатов, и очень правильное значение. Потому что заслуженный успех к нам придет. Но мы должны для этого проделать определенный путь. Это не прямо сегодня и еще пока не завтра. Но у нас хватает мужества идти вперед. И по этой карте, может быть, у кого-то буквально придется совершить поездку, чтобы разобраться с каким-то вопросом финансовым в определенной местности или решить вопрос. Может быть, и в высокие инстанции у кого-то придется пойти. Все же карта мага, она о самых разных направлениях может говорить. Но здесь мы себя больше сохраняем. Может быть, и другой нюанс, уже всегда проигрывается пространство по 6 мечей. Это своеобразная трансформация, когда мы
Переворачиваем страницу собственной жизни. Идти вперед придется, дорогу осилит идущий, и у нас что-то получится. Но терпение и настойчивость от нас тоже, мои дорогие девы, потребуются. Ну, вам как раз ни того, ни другого не занимать. Вы в этом плане образцово-показательные. Это правда. Единственный момент вот тут какие-то эмоции. И вот странно, кстати, посмотрите, и здесь ведь где-то нам тоже говорят, эмоционально не включайся ты во все подряд. И здесь может быть из-за того, что вы сами себе какую-то многозадачность создадите или согласитесь на что-то, или обязательства какие-то возьмете, кстати. Вот не время, это точно, десятка мечей. Чему сейчас не время? И я бы сказала, с помощью кому-то, пусть у нас показана семья, но, может быть, это касается родственников или внезапно появившихся родственников, с кем у вас нет тесных контактов, но вдруг ваша помощь нужна или они о вас вспомнили. Но поэтому очень дозировано, а то и, может быть, кому-то сказать нет. Я допускаю, на этой неделе вам придется. Может быть, и вы куда-то поедете, чтобы как раз разобраться по какому-то вопросу, связанному именно или с родственниками, или это могут быть семья нам показана. Может быть, это родственники вашего партнера, супруга. Вот так тоже может быть. Поэтому берегите себя. Пространство нам говорит еще и о том, что вы можете по части работы, заработков, продумывать некоторые позиции, как это мне работать из любой точки мира. Или как мне работать из дома, как работать посредством интернет. Или посредством интернет, как мне улучшить свой собственный бизнес или стать более популярным. Вот это все тоже проходит по шестерке мечей. Очень разноплановая карта. Но мы идем вперед, мои дорогие. Что в личной жизни? Возможности какие-то к вам приходят, колесо фортуны. Возможность, кстати, может прийти как-то криво, по-дурацки, непонятно, как к этому относиться, и может вот эти сомнения спровоцировать. Но все же, обратите внимание, девушка изображена на колесе вращающемся. Она на цыпочках танцует свой танец, она абсолютно счастлива. Поэтому у вас карта мага, как ни крути, великий манипулятор. Поэтому любую ситуацию вы где-то, не то что вы ее, вот это колесо, развернете в свою пользу или как-то вы переломите ситуацию, измените обстоятельства. Нет, у вас получится какой-то волшебный танец даже на вращающемся колесе. Тут действительно к вам приходят возможности, но и от вас какие-то нестандартные действия могут потребоваться. Быть очень внимательным, предельно, ну вот так чувствительным к тому, что сказали люди, и где-то это проанализировать. И как и рационализм, логика и интуиция, все вместе у вас великолепно работает. Какой совет нам дадут карты? Десятка чаш. Не рискуйте собой, правда, мои дорогие, не рискуйте своей семьей, не рискуйте своими взаимоотношениями, своей любовью, своей репутацией, буквально своими доходами. Здесь все мы приумножаем. У вас и десятка пентаклей, и десятка чаш. Тут что-то очень доброе, хорошее пытается войти в вашу жизнь. А вы можете начать самокопание и этого как будто не увидеть. Я вас люблю, мои дорогие девы, поэтому вот помните, что я, может быть, задать себе вопрос. Я себя вот как в этом зеркале, может быть, я не то вижу, а на самом деле как-то нужно по-другому подойти к решению того или иного вопроса или допустить то, что жизнь не бывает полностью предсказуема, но быть добрее к самому себе, это всегда где-то и уходят вот эти ненужные сомнения. И любой вопрос нам решить намного проще.